История, которую мы сегодня рассмотрим, берет свое начало в 2016 году в одной из самых популярных среди туристов стран. 23-летняя Ханна Гавиус, которая приехала в Таиланд отдохнуть, не успела засветло вернуться в свой отель и стала понимать, что она заблудилась. Девушка зашла в туристический магазин и попросила о помощи, рассказав, что она не может найти обратную дорогу. В помощи ей не отказали, но в свой отель Ханна так и не вернулась. Ханна Гавиус – гражданка Соединенных Штатов Америки. Она выросла в Квинси, в Нью-Йорке. В 2016-м Ханна путешествовала по странам Юго-Восточной Азии. Она посетила Лаос, Камбоджу и Вьетнам. Пребывание девушки в Азии было связано не только с путешествиями, но и с работой. Ханна преподавала английский язык во Вьетнаме, и ее услуги как носителя языка были весьма востребованы. В последние дни августа 2016 года Ханна прибыла в Таиланд в провинцию Краби. Сотни маленьких островков, омываемых кристально чистыми водами Андаманского моря, белоснежные пески пляжей, известняковые скалы и пещеры, пальмовые рощи – все это Краби. 1 сентября Ханна покинула отель примерно в 7 часов утра. Время ее пребывания в Таиланде было ограничено, и поэтому она решила как можно насыщеннее провести отдых и не тратить драгоценное время, сидя в номере отеля или валяясь подольше в кровати. Ханна в этот день успела побывать в разных местах, и когда стемнело, она находилась на пляже Рейли. Вскоре девушка стала осознавать, что не сможет самостоятельно вернуться в свой отель, так как часть маршрута до него проходит через джунгли. Тогда Ханна решила зайти в один из местных туристических магазинов и обратиться за помощью. Когда она объяснила ситуацию, ей пояснили, что в одиночку возвращаться в отель, который расположен в соседней бухте, опасно. Поэтому ей следует идти за одним из рабочих, который вызвался ее провести. Было около 23 часов, и Ханна, которая покинула отель 16 часов назад, хотела как можно скорее туда вернуться. Она жутко устала за день, и несмотря на то, что вид человека, который вызвался ей помочь, не внушал доверия, она решила пойти за ним. Идя по ночным джунглям за незнакомым ей человеком, уже совсем скоро у девушки стала закрадываться мысль, что что-то не так. Они словно отдалялись от людных мест, поднимаясь все время в гору. Ханна начала спрашивать мужчину, правильной ли дорогой они идут. В ответ она услышала «да, правильной», но то, как мужчина это произнес, позволило ей понять, что она попала в беду. Отвечая на вопрос, незнакомец ухмылялся, а редкие лучи лунного света, пробивающиеся сквозь листья деревьев и падающие на его жуткое лицо, давали понять, что он что-то замышляет. Когда мужчина понял, что Ханна стала что-то подозревать, он тут же бросился на нее, повалил на землю и попытался снять с нее одежду. Но девушка была не из робкого десятка и дала отпор. Она изо всех сил била нападавшего по лицу и звала на помощь. А когда Ханна сомкнула свои челюсти на его ухе, мужчина взвыл от боли, и теперь уже он умолял девушку остановиться. Ханна отпустила его, и они даже пожали руки в знак примирения. Но она все еще нервничала, и когда мужчина вновь стал пытаться к ней приблизиться, она его оттолкнула, а сама бросилась бежать. Была кромешная тьма. Ханна, которая бежала изо всех сил, сделав очередной свой шаг, не почувствовала почвы под ногами. Девушка упала со скалы высотой 46 метров. Скорость ее падения замедляли попадавшиеся на пути выступы, кустарники и ветви деревьев. Благодаря им она чудом осталась жива. Когда Ханна перестала скатываться вниз, она закричала от боли. Лежа на спине, она осознала, что не может пошевелить ногами. Еще никогда в своей жизни она не чувствовала такой сильной боли. Но на этом ее страдания не закончились. Она чувствовала, как по ней ползают змеи, но это было не самым страшным. Слыша, как она кричит от боли, мужчина, от которого она убегала, нашел ее. Используя фонарик своего телефона, он спустился вниз со скалы.
Увидев обездвиженную девушку, он начал плакать и молиться, словно чувствуя свою вину. Ханна умоляла его позвать на помощь, и он даже достал телефон и начал кому-то звонить. Но надежда девушки на то, что кто-то придет на помощь, не оправдалась. Ни через час, ни через два никто не пришел. Ханна, которая еще несколько часов назад наслаждалась отдыхом и красотами Таиланда, сейчас лежала посреди джунглей с психом наедине, который, закончив плакать, сел на обездвиженную девушку сверху. Каждый раз, когда она пыталась звать на помощь, он закрывал ей рот руками, затрудняя дыхание. Ханна поняла, что в данной ситуации ей лучше не кричать. Она пыталась найти с незнакомцем общий язык и продолжала умолять его позвать на помощь. Но у него на уме было совсем другое. Он не забыл, для чего заманил девушку в глушь и, сидя на ней, начал удовлетворять сам себя. Любая попытка пошевелиться причиняла Хане нестерпимую боль, поэтому она ничего не могла с этим поделать. Мысленно она стала прощаться с жизнью. Когда стало светлеть, Ханна, понимая, что терять ей нечего, из последних сил стала звать на помощь. Мужчина на это отвечал, что никто ей не поможет, а через пару часов после рассвета он и вовсе ушел. Ханна осталась одна, наедине со своими мыслями. Она смирилась с тем, что это, вероятно, конец ее жизни. Но вскоре произошло то, во что трудно было поверить. 28-летний Апай Ренгварчай, это тот самый мужчина, который напал на Ханну, вернулся с другими людьми, которые, понимая, что сами не смогут помочь девушке, вызвали спасателей. Когда на место прибыли спасатели, они при помощи носилок и альпинистского снаряжения спустили Ханну вниз со скалы, где ее погрузили в катер, на котором доставили до Пхукета. Как выяснилось в больнице, при падении Ханна сломала позвоночник и несколько раз сильно ударилась головой. Ей провели экстренную операцию. Через 18 дней родители девушки, которые прилетели в Таиланд из США, организовали транспортировку дочери в медицинское учреждение на Манхэттене. Первый вопрос, который Ханна задавала врачам, это сможет ли она ходить. Прогнозы медиков были неутешительными, но все же профессионализм врачей и сила воли Ханны сделали свое дело. Девушка заново училась ходить. Каждый ее день был наполнен преодолением боли. Ежедневные 6-часовые тренировки приносили свои плоды. Ханна по-прежнему не чувствовала часть ног, но с помощью костылей научилась передвигаться без посторонней помощи. Спустя 2 года после трагедии Ханна стала участницей Нью-Йоркского марафона. Его протяженность 26,2 мили, что эквивалентно 42 километрам 160 метрам. Передвигаясь при помощи костылей, Ханна преодолела это расстояние за 11 часов 20 минут. На следующий год она вновь участвовала в марафоне и улучшила результат, показанный годом ранее, на 18 минут. А в 2021 году ее время составило 10 часов и 1 минуту. Конечно же, жизнь девушки уже никогда не станет прежней, но она не унывает и делает все, чтобы жить полноценно. Занимается спортом и йогой, продолжает путешествовать и в целом ведет активный образ жизни. Что касается преступника, то Апай Ренгварчай был арестован сразу после того, как спасли Ханну. Ему понадобилась помощь медиков, так как Ханна едва не откусила ему часть уха. Мужчине предъявили обвинение в непристойном поведении и причинении тяжкого вреда здоровью. По законам Таиланда это грозило лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. В октябре 2016 года Ренгварчая приговорили к 10 годам тюрьмы. Но в Таиланде максимальный срок дают тем, кто не признает свою вину. Ренгварчай признал свою вину из 10 лет, его срок сократили до 5. Признание вины также оставляло возможность попасть под амнистию. О дальнейшей судьбе мужчины неизвестно, но есть вероятность того, что он вышел из тюрьмы ранее, чем через 5 лет.
А как вы относитесь к путешествиям в одиночку?